Привет, меня зовут Лилия. Для того, чтобы сделать такую пасхальную композицию, сначала сделала чертеж шаблона для основы. Шаблон распечатала, вырезала и склеила его части. По шаблону вырезала деталь из гофрокартона. Никаких припусков делать не нужно. Гофрокартон делаю в 2 слоя. Вот такой шнур буду использовать для плетения. Он толщиной 5 мм, и его основное назначение для плетения макраме. Оплетать картонную заготовку начинаю с места, где потом сделаю петельку-подвес. Использую вязальный крючок 3,5 мм. Обратите внимание, что картонную заготовку шнуром я обвиваю дважды, и только потом крючком вытягиваю петлю, то есть 2 витка и только потом петля. Таким образом обвязываю всю заготовку. Вот так получилось. На тонкий картон перевожу внутренний контур нижней части получившейся рамочки и провожу горизонталь на расстоянии 11 см от самой нижней точки. По криволинейному контуру отступаю внутрь 5 мм и провожу параллельную кривую. И вырезаю получившуюся фигуру. Вот такой кусочек от строительной пенополистирольной плиты мне будет нужен, чтобы задать округлую форму будущей корзинки. Толщина моей плиты 5 см. Наклеиваю на нее свою получившуюся фигуру из картона. И подрезаю пенополистирол сначала по контуру фигуры. Эту стенку я оставляю прямой и плоской, как есть, а это ребро буду срезать, придавая округлость в этой части фигуры. В итоге должно получиться примерно так. Наметила середину, которая делит фигуру вертикально пополам, и приготовила 9 кусочков проволоки, каждый примерно по 20 см. У меня проволока флористическая в бумажной оплетке толщиной около 1 мм. Все кусочки проволоки закрепляю плотно в ряд по центру скругленной части фигуры. И теперь аккуратно отгибаю, стараясь прижимать плотно на пенополистирольную поверхность. Конец шпагата закрепляю и начинаю плести волной, как плетут корзинку. Сначала я прохожу сразу через 3 стойки из проволоки. Шпагат разворачиваю в обратную сторону на уровне края пенополистирольной фигуры.
Также продолжаю плести волной через 3 проволочные стойки, чтобы получилось всего 5 рядов. С 6-го ряда начинаю плести той же волной, но уже через каждую проволочную стойку. И плету так еще 8 рядов. С 9-го ряда каждую стойку оборачиваю петлей. Но в обратную сторону плету волной. И потом оставшиеся ряды чередую. Слева направо ряды петлей, а справа налево волной. И так заканчиваю все плетение. Во время плетения края закрепляю булавками, чтобы было удобно. Когда плетение закончено, конец шнура подклеиваю с изнанки, а концы проволоки подрезаю, оставляя кончики примерно на 1,5 см. А затем их просто загибаю внутрь плетения. Получившуюся корзинку, точнее ее половинку, соединяю с подготовленной рамкой. Заднюю часть сразу закрываю кусочком картона, чтобы скрыть концы шнура и место соединения двух деталей. Концы шнура сверху формирую в петельку подвес. И вот такое основание для пасхального панно готово, чтобы дальше заполнить его декоративными элементами.
Для этого взяла 2 букетика искусственных цветов, флористические вставки в виде мелких ягод, набор пластиковых яиц, они из Fix Price, как и розовый букетик, и стабилизированный мох, которым сначала закрывают центральную поверхность корзинки. Мох закрепляю обычными портновскими булавками. Букетики цветов разрезаю на отдельные цветочки и в таком виде уже закрепляю в композиции. На концы флористических вставок закрепляю кусочки проволоки. Так их потом удобно крепить в пенополистирол. Эти яйца были с подвесом, но часть из них я закрепила на проволоку. А можно вместо проволоки использовать и деревянные шпажки. Часть яиц оставила на подвесе и закрепляла в композиции с помощью булавок. И вот такое пасхальное панно получилось. Да, похожих идей в интернете много. Я же показала, как можно в такой идее не только собрать все элементы воедино, но и создать саму основу в виде плетеной корзинки. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо и, как всегда, жду вас на своем канале.